это не типичный туристический влог, где будет все красиво, все эстетично. Тут будет все в моем стиле. Все. Приветствую вас на моем канале. Подписывайтесь. Хочу записать вступление на таком прекрасном виде. Я непонятно где. История об этом будет чуть позже, но с прекрасным шикарным видом. Итак, день не обходится без приключений. Я решила поехать в Сан-Пелегрино, очень прекрасное место. Но я не знаю, что у нас с автобусами туда. Я реально не понимаю, что там происходит. Потому что я просто не могу нормально взять и уехать. Каждый раз нету автобусов, каждый раз я жду чуть не 1,5 часа, дай бог он приедет. Я последний раз просто еду в Крисоле, какое-то место рядом, и оттуда почему-то автобус есть, который, по сути, должен из моего города ехать. Я реально не знаю, как это работает. Вилла Дальма. Место тоже недалеко от моего города. Вот такой вот хорошенький райончик. Классное место, куда я доехала на втором автобусе. Из плюсов я прекрасно уже помню, как я ездила не туда. И я как раз-таки приехала сюда ошибочно. Но если бы у нас автобусы ходили, видно, чаще, чем раз в 3 часа, то, возможно, такое бы мне не понадобилось. Я реально не понимаю, в чем вопрос, почему я не могу никогда нормально доехать до Сан-Пелегрино сама. Но, слава богу, я могу доехать хотя бы так. Хотя бы как-то, хотя бы это место знакомое, я знаю, что отсюда можно доехать. Вот поэтому это не типичный туристический влог, где будет все красиво и все эстетично. Тут будет все в моем стиле, все будет с проемом, простите, но с конечным результатом. Такая вот красота здесь, в таком вот райончике. Мне уже даже немножко неловко, потому что я знаю это место. Уже знаю, куда идти на моем ошибочном маршруте. Это уже не ошибка получается, уже верный маршрут. Ой, божечки. Ну, зато знаете, сколько я посмотрела других мест в Италии. Сколько городов и деревень я посмотрела, просто потому что еду не туда, и оттуда еду в нужное место. Заезжаем, так сказать, куда-то еще. Я начала свой влог с обеда панини по-милански и далее решила пройтись по самому городу. Город находится в долине Валь-Брембана, и он окружен горами, вершинами. На самом деле это отличное место для туризма и отдыха. Город всегда привлекал много известных людей, среди которых были Рихард Вагнер, Карл Пелегрини, Густав Климт. И также ходят легенды, что здесь отдыхала знать Виктор Эммануил III и королевская австрийская семья. Это река Бремлер, и именно она делит город на 2 части. Левая более населенная, туристическая, с развитой инфраструктурой, а правая более тихая и уединенная. Я думаю, это прекрасно видно на кадрах. Изучая информацию по городу, я видела несколько отзывов людей, которые говорят, что город похож на декорации для кино. И я полностью согласна с этим утверждением, потому что в городе действительно есть ощущение какой-то нереальности, как будто он не существует, и ты в городе призраки или в кинолокации. То есть вот просто посмотрите на кадры, и есть ощущение нереалистичности. Гранд-отель был долгое время мечтой для большого количества людей. Многие люди из начала 19 века мечтали оказаться в этом шикарном отеле и провести там хотя бы одну ночь. Сейчас здание также прекрасно и величественно, но на протяжении многих лет оно заброшено, и сейчас оно нуждается в реконструкции. Пока что о ней ходят только слухи. Поэтому данный факт только добавляет городу мистики и загадочности. Вы только посмотрите, какая красота! Ну что это вообще? Божечки!
посмотрите вокруг. Я в Сан-Пелегрино бываю, стараюсь каждый месяц, потому что для меня это действительно место силы. Я не видела ничего, что может быть настолько красивым, как это место. Просто посмотрите, оно зеленое, вокруг горы. Прекрасная архитектура ар-деко в стиле, кстати, 19 века. Вот я даже решила одеться как-то. Тут еще самое главное, самое большое знаменитое здание — это сейчас термальные источники. Но раньше это было казино. Так что я делалась как-то в таком стиле. В стиле казино. Духом мистики и таинственности здесь окутано абсолютно все. Это здание казино. Оно работало с 1907 года по 1917 год, а далее прекратило свою работу. Оно немножко возобновляло свою работу после Второй мировой войны, но ненадолго, и все-таки прекратило свою деятельность. Один из залов украшен 12 фресками со знаками зодиака, потому что считается, что они вестники судьбы и удачи. Интересно, да? То, что сейчас очень модно, было сделано много-много лет назад. Я действительно посещаю одно из самых красивых мест в мире. Боже ж ты мой. Вы просто посмотрите на эту красоту вокруг. Я каждый раз приезжаю, каждый раз это как первый. Я просто не верю своим глазам. И не верю, как это может быть красивее, когда настолько прекрасная архитектура сочетается вместе с такими красивыми горами, с шикарными реками. Природа тут просто вместо 1000 слов. Я реально не знаю, какое место может быть лучше, чем Сан-Пелегрино. Я нахожусь сейчас в городе Сан-Пелегрино, и этот город знаменит благодаря термальным источникам с примерно 19 века. Город был известен еще в античные времена, и его расположение на севере Италии, в регионе Ломбардия, прекрасно сложилось на том, что город стал вообще знаменитым благодаря промышленности в создании воды Сан-Пелегрино. Я не знаю, как вы, но я эту воду знала из дома, я не знаю почему, но в России она даже, кажется, еще более популярная, чем здесь. Такое ощущение, будто ее делают только на импорт. Поэтому я не знала, и когда здесь была первый раз, я подумала, интересно, совпадение? Или это действительно термальный курорт? Ну, я, как обычно, поехала, ничего не прочитав, просто такая, типа, о, место в горах, все, еду. Чисто обычная моя поездка. Моя первая идея была связана с тем, что город назвали в честь воды. Но история ходит в легенду. А именно в легенду о паломнике Сан-Пелегрино, который жил в IV веке и, согласно легенде, исцелял людей и благословил воды реки. Имя паломника ассоциируется с путешествиями, очищением и спокойствием. И данные качества вы прекрасно можете посмотреть, как вписываются в саму атмосферу города. Здесь можно не только покупаться в казино, и в казино поиграть раньше, покупаться в термах сейчас, но и вы просто посмотрите на этот город. Город для богачей, как я считаю, потому что это достаточно реально дорого, и сами термы хорошие, дорогие, поэтому вот. В городе также говорят, что если вы бросите монетку в один из фонтанов в городе, вы очиститесь не только душой, но и сердцем. Мне очень нравится романтика этого города. Здесь есть мост любви, где ты также можешь загадать желание какое-то связанное с любовью, и оно обязательно сбудется. Существует легенда, что под городом находится множество тайных ходов. Они использовались ранее, примерно в 1920-х годах, чтобы богатые посетители могли добраться из одного места в другое, из казино в термы, из термы в кофейню,
и так вот по городу. На самом деле можно бродить просто часами по городу и рассматривать архитектуру, местных жителей, природу, потому что вы будете окружены большими могучими горами, где-то будет лежать снег, где-то зелень, вокруг разные птицы, звуки животных. Вы только посмотрите на оттенки этой реки. Мне кажется, я никогда не видела таких цветов. Ни в океанах, ни в морях. Такой комбинации, такого прекрасного пейзажа вы на самом деле редко где увидите. Поэтому просто бродя по городу, может быть, вам удастся пообщаться с каким-то местным жителем. Он расскажет вам какую-то другую легенду. Гуляя по городу, вы можете увидеть множество кованых балконов, мозаик и множество других деталей, элементов декора, которые будут украшены виноградной лозой, головами льва. Я обожаю такие однодневные поездки, и уже сейчас хочу вернуться снова и насладиться спокойствием, тишиной и красотой этого прекрасного места. Рада, что вы посмотрели это видео со мной. Подписывайтесь, оставляйте лайки и комментарии.